В настоящем есть свои плюсы. Покупая автомобиль на Авито Авто, вы можете получить ОСАГО в подарок. Авито Авто. Дарим ОСАГО при покупке машины в Селекте. Сегодня не нужно было просыпаться ни свет, ни заря, а можно было поспать подольше, чтобы набраться сил, так как сегодня нас ждет тоже очень насыщенный день. Нам предстоит очень колоритная и местами опасная дорога до очень важного города в индуизме Бадринатха, являющегося обителью Господа Вишну и одним из 4 городов священного паломнического маршрута Чартхам, что в переводе означает «4 обители». Также мы доберемся еще до одного святого места, куда не зарастает тропа паломников – деревня Мана, в которой были написаны веды мудрецом Вьясадевой, а записал их никто иной, как сам Ганеша. Вымысел это людского воображения или чистая правда? Во всем этом мы попробуем разобраться вместе с вами, продолжая свой мототур по Гималаям. Заваривайте чаек, берите вкусняшки, не забывайте подписываться на канал и поставить лайк за труды. И мы начинаем. Конечно, приехав сюда уже по сумеркам, точнее сказать, по темноте, мы, конечно, догадывались, что здесь виды очень красивые, что это горы, серпантины. Судя по шуму воды, значит, это наличие водопада и горной речки. Но мы даже не могли предположить, что ты находишься вот в такой красоте. В свете гималайского солнца и свежайшего горного воздуха мы начинали собираться. Каждый был занят утренними процедурами. Альберт Васильевич Эйнштейн расчесывал свою поседевшую копну, а вчерашний именинник Дмитрий заваривал в своем тревел-кофейнике ему ароматный кофе. Вот так у нас забота друг о друге прежде всего. Остальные парни начинали подтягиваться на веранду, залитую утренним гималайским солнцем. С высоты птичьего полета как нельзя лучше понятен ландшафт города. Он расположен на склоне, и по сути через весь город проходит змейка-дорога, которую не объехать, не обойти, так как кругом обрывы. Отсюда и пробки. В ущелье течет горная речка, в которую стекает водопад, наполняя звенящую тишину своим водным шумом. Насчет звенящей тишины я, конечно, погорячился, так как эта тишина давно уже нарушена клаксонами мопедов и автомобилей, но к этому уже почти привыкли. И вот, наконец-то, вся команда в сборе, и подводную информацию по предстоящему дню от Вадима вкушали простую и незатейливую гималайскую пищу. Сегодня у нас предстоит возможность посетить очень значимые места. Можно сказать, места силы. Этот регион очень самобытный, он очень интересный, очень аутентичный. И местные жители, они не столь притязательны к быту и к условиям быта. Для них важно все-таки не внешние какие-то проявления, а то, что они могут здесь наполниться и ощутить некое присутствие чего-то высшего и как бы вдохновиться этим и нести это потом в мир. И я уверен, что вы, ваша команда и ваша возможность и способность освещать, охватывая очень большое количество людей, помочь этому региону стать более узнаваемым. Да, друзья, поэтому обязательно лайк, обязательно написать коммент. Это все помогает продвижению видео. Давайте вместе поможем нам, товарищам индусам, стать лучше, перспективнее и показать свою красоту. А мы начинаем наш мототрип. Погнали? Все, да, погнали.
Прозвучала команда по коням, быстренько выкатились и построились, и можно отправляться в путь. Если взглянуть на карту, то путь наш будет выглядеть вот так. Городскими серпантинами мы направляемся вниз к речке. Далее переезжаем на другую сторону через мост и по ущелью вдоль реки движемся в Бадринатх. На дорожном знаке хорошо видно, что нам ехать всего лишь 35 километров. Но поверьте, эти 35 километров мы будем ехать несколько часов. Во-первых, дорога имеет множество участков, где ведутся строительные работы. А во-вторых, мы будем много останавливаться, чтобы сделать памятные фотографии и послушать важную информацию. Да, и торопиться в такой красоте нет никакого смысла. Ведь если разобраться, за этим-то и ехали по сути. Это вам не платник Москва-Санкт-Петербург, где поставил круиз на 140 км в час и валишь, борясь со сном. А тут проживаешь целую жизнь за рулем мотоцикла. И это кайф. Вот про такие участки я имел в виду. Дорога была испорчена камнепадом, и вот один из представителей семейства Камниевых. Камнепады, обрушения, оползни – это здесь происходит регулярно и наносит огромный вред дорожному трафику. Вспоминая слова Вадима о том, что Аджай и его друзья пытаются вывести регион на международный туризм, я точно понимал, что без основательных, комфортных и безопасных дорог туризм тут не развить. Но многое уже делалось, и мы это видели. И поверьте, это не просто на равнине укатать песок, насыпать щебень и положить асфальт. Тут характер дорожного строительства совершенно иной. Данная дорога мне еще запомнилась мостами. Несколько раз мы пересекали реку по железным небольшим мостам. Через некоторое время въезжаем в населенный пункт с названием Хануман-Чатти и наблюдаем людскую активность на улице около небольшого храма. Хануман-Чатти считается священным местом, связанным с индуистской мифологией и легендами о боге Ханумане, который является преданным слугой бога Рамы. Хануман олицетворяет силу, преданность и мужество и играет важную роль в индуистских текстах, таких как Рамаяна. Поселение привлекает тех, кто ищет духовного очищения, а также тех, кто хочет выразить свою веру и почитание по отношению к этому божеству. Как раз об этом сейчас и рассказывает наш гид Вадим. Можно посещать храмы, святые места, читать молитвы, следовать каким-то принципам, но это ничто в сравнении с самоосознанием. И у каждого из нас есть та точка в сердце, подобная Хануман-Чатти, в которой, в конце концов, можно остановиться и задуматься, и перестать уходить от себя к Богу, к каким-то целям, к какому-то благополучию. Это все имеет быть место. От этого никто не отказывается. Просто это не является самоцелью. Для паломников, включая тех, кто идет к Бадринатху, Хануман-Чатти считается местом отдыха и остановки, где паломники могут отдохнуть и подготовиться к следующему этапу своего путешествия. В этом районе имеются небольшие храмы, хостелы и другие удобства для посетителей. Местные жители в основном занимаются сельским хозяйством, а также обслуживают паломников и туристов, предоставляя им жилье, еду и другие услуги. С растущим потоком паломников и туристов экономическая активность в этом районе увеличивается, что способствует развитию местной экономики. Вокруг храма раскинулись лотки с подношениями и незатейливым фастфудом. Ну и как обычно, мы являемся главным объектом притяжения внимания местных, поэтому общение и фотографии являются незаменимым атрибутом нашего бытия. Товарищ
Хануман, разреши нам проехать дальше. Дорога все та же, серпантины вдоль ущелья, грунтовые участки с ремонтными работами и по-прежнему много природной красоты. Вот уже замелькали постройки и сверху пролетел вертолет. Мы приехали в Бадринатх. Паркуем мотоциклы около стройки и идем в гости. Нас здесь встречали друзья Аджая, которые также хлопотали за развитие туризма в регионе и буквально подхватили нас прямо с дороги. Здесь нам приготовили чай на основе местных трав. Это, так сказать, прям такой вот welcome в город от местных ребят, которые тем самым выказывают нам дань почтения и свое гостеприимство. Пойдемте попробуем. Нас угостили масала чаем и кофе, подарили памятные сувениры и, конечно, по традиции мазнули лоб. Отправляемся дальше в сопровождении наших новых товарищей к храму. Вот такими козьими тропами пробиваемся к центру, где расположен храм города Бадринатх. Ну вот и вышли на улицу, так сказать, с нормальным асфальтом. Нет, он уже закончился снова. Ну, в общем, продолжаем идти. Все эти стройки являлись как раз доказательством того, что город активно развивает туристическую и паломническую инфраструктуру. Строится большое количество хостелов, гестхаусов и отелей. Но в целом внешний вид округи был достаточно унылый. Арматура, строительный мусор, бетонные остовы, рабочие в обветшалой одежде, и все это на фоне невероятно красивых гор. По пути к храму удалось сделать доброе дело, что уже как бы было хорошо. Вообще Бадринатх – это одно из 4 святых мест Чардхам для паломников в Индии. Чард в переводе 4, а Дхам – священное место. Рамешварам на юге, Дварка на западе и Бадринатх на севере. Бадринатх расположен у реки Алакнанда, между двух гор Нара-Парват и Нараяна-Парват на высоте 3415 метров. В Бадринатхе были записаны Веды и сложены многие Пураны. Из-за суровой погоды и сильных снегопадов Бадринатх закрывается на 6 месяцев с ноября по апрель. Все жители на полгода покидают эту деревню, спускаются в уже известный нам Джошиматх, который находится на высоте 1900 метров над уровнем Мирового океана. По древней легенде, когда у божества Нарисимхадева из Джошиматха рука полностью истончится, а кстати она уже толщиной со спичку, то горы Джая и Виджая обрушатся и навсегда перекроют путь в Бадринатх. Паломники со всей Индии и других стран приезжают сюда, чтобы получить благословение Вишну и искупить свои грехи. В октябре и ноябре в храме проходит главный фестиваль, и в это время особенно много народа. Как обычно, у нас очень мало времени, так как храм работает в определенные часы, и чтобы попасть внутрь, нам приходится торопиться. Поэтому идем быстрым шагом и не отвлекаемся на вездесущий колорит. Нас заводят в храм через черный ход, чтобы не стоять в длинной очереди. Как и в других индийских храмах, здесь также разуваемся и идем на территорию храмового двора. Так, мы на территории храма. Посмотрите, как людно здесь. И все ходят
Везде пахнет благовониями. Все, естественно, босиком. Внутри храма поснимать точно не удастся. Поэтому попробую передать атмосферу, которая творится здесь. Храм Бадринатха, также известный как храм Бадри-Нараяна, является одним из самых священных и известных индуистских храмов в Индии. Храм имеет яркую и красочную архитектуру с характерными элементами индийского стиля. Народа тьма, все толкаются, куда-то идут. В общем, броуновское движение. Нас у входа выстраивают в шеренгу и организованно запускают внутрь храма. Снимать там нельзя. Но есть одно местечко, откуда можно сделать вот такое фото, которое и объясняет суть происходящего. Так, ну нам удалось попасть внутрь храма. Во-первых, там огромное столпотворение, там просто жесть. Люди толкаются, там как в метро в час пик, не протолкнешься. Все берут подношения, это вот эти вот пакетики, как вот у того мужика оранжевые. Самое главное то, что они быстро машут, что-то выкрикивают, какие-то слова, мантры. Ну, в общем, это не так, как у нас, это очень шумно, это совершенно необычно. Ну, в общем, в храме мы побывали, теперь представление имеем. Главное святилище включает в себя центральное изображение Вишну в форме Бадри, сделанное из черного нефрита. Древние легенды гласят так. Давным-давно в этом месте Вишну совершал духовные аскезы. Его супруга Лакшми, чтобы защитить мужа от палящих лучей солнца, приняла форму дерева Бадри и укрыла его в тени. С тех пор это место называется Бадринатх. Мудрецов же, окружающих Вишну, волновал вопрос, что же сделать, чтобы в век Кали люди также имели возможность общаться с Богом и выполнять служение Ему, становясь чище, добрее и живя в гармонии с окружающей средой. Жизнь человечества циклична, и различные эпохи сменяют одна другую. И та эпоха, в которую мы сейчас живем, называется в соответствии с ведической традицией Кали-юга, что в переводе означает век страсти, век войн, век конфликтов, век эгоизма. И этот век характеризуется прежде всего тем, что у людей очень ограниченные интеллектуальные и способности разума. Мудрецы, понимая, что люди теряют связь с Богом, теряют возможность видеть Его в своей повседневной жизни, они взмолились Господу Нараяне и попросили Его принять видимый облик для людей нашей эпохи. И Он принял вот эту четырехрукую форму в виде камня. Это божество является не рукотворным, а самопроявленным от самого Господа Нараяны. Эта самопроявленная божественная форма привлекла не только людей, но и высшие божественные существа, которые также захотели участвовать в служении. И тогда Господь принял такое решение, что храм Бадринатха будет открыт 6 месяцев в году с апреля по ноябрь для людей, а другие полгода ему будут поклоняться высшие божественные силы. Кажется, все это какой-то сказкой, но как тогда объяснить тот факт, что когда монахи открывают храм после зимы, на алтаре стоят свежие цветы лотоса и горят лампады? Хотите верьте, хотите нет, дело ваше. Нас пригласили пройти в комнату для особых гостей, где мы встретились с местными активистами и администрацией, поблагодарили за особое внимание, сделали совместное фото и отправились на околохрамовую территорию. Здесь мы воочию убедились, сколько здесь людей, желающих попасть в храм. Также нам удалось выяснить, что лучшее время для посещения храма – это раннее утро. И обычно в паломнических турах так и делают. Сначала совершают омовение в горячих источниках Тапкунд, и после этого идут в храм, где спокойно, без толпы народа, спокойненько общаются с божеством. Правда, это стоит около 4000 рупий. С 8 утра уже начинается вакханалия из человека потока без правил и принципов уважения друг друга. Здесь же нам показали очень популярное транспортное средство. Я ему дал название «Непальская рикша», так как в основном здесь работают выходцы из Непала.
Принцип действия таков. Пассажир платит деньги за то, что его носильщик относит до места вот в такой корзине. Самого легкого из нас посадили на этот плетеный трон, а мужичок совершенно обычного телосложения запросто взял его и продемонстрировал, как бы он его нес. Дальше по маршруту это будет сплошь и рядом. Мы спускаемся по лестнице вниз, как раз к тем самым термальным источникам, где расположены купальни. На лестнице сидят два колоритных и блаженных дедушки, которые явно благословляют людей за скромные подношения. Как я и говорил, что по правилам паломник перед посещением храма должен выполнить омовение в этом источнике. Здесь находится женская купель, а там мужская. Температура воды днем около 45 градусов, и это довольно-таки горячо. Поэтому лучше омовение делать с 4 до 6 утра, так как в это время вода не такая горячая. Считается, что в водах источника пребывает сам бог огня Агни, поэтому они даруют не только физическое, но и духовное очищение. Конечно, тут также все стихийно, никаких тебе раздевалок, шкафчиков, где пристроился, там и переоделся. Далее по мосту через речку мы переходим на другую сторону. Здесь, судя по количеству народа, торговых лавочек, непальских рикшей, проходит основной туристическо-паломнический трафик. И это очень колоритно. Лично я не мог оторваться вот от этой панорамы. Вы только полюбуйтесь, как это красиво и мощно. А этот водопад вообще невооруженным глазом видно очень плохо, потому что он находится, во-первых, в тени, а во-вторых, далековато от моста. Для меня эти кадры имеют особую ценность, потому что, подойдя к стражу порядка, который восседал в конце променада, и спросив его, могу ли я аккуратно полетать на дроне, получил ответ «Not allowed», что означает «нельзя», так как здесь много людей и летает вертолет. Когда я ему попытался объяснить, что я над людьми летать не буду и в сторону вертолета тоже не планирую лететь, он сказал «нет, нельзя». Но для меня слово «нельзя» означает «можно», но только втихаря и очень аккуратно. Поэтому эти кадры я налетал из укромного места абсолютно безопасно для всех. Дальше мы направляемся в сторону мотоциклов по оживленной туристической улице. Чего тут только нет. Сувениры, одежда, незатейливый стритфуд, подношения в храм. В общем, настоящий туристический движ. И даже я прибомбил себе сувенирную шапочку. Даже Ришикеш, самобытный, тоже колоритный, он не настолько отражает всю Индию. Город огонь, понравился. Это очень интересно. Но надо хотеть воспринимать такую Индию. Если вы, так сказать, привыкли нежиться в шезлонгах, то, ребят, это не для вас. Здесь все про душу, про самоосознание, про изучение, про ваше самосовершенствование. И продолжая говорить о развитии туризма,
в данном регионе. Хочу сказать, что Вадим сюда приезжал с женой впервые в 95 году. Здесь была центральная улочка, пару каких-то забегаловок, естественно, храм. Вот. Но сейчас мы видим, что строятся и отели, и гостиницы, гостевые дома. Вот яркий пример. Уже на выходе из туристической зоны на скамеечке сидел очень колоритный дядечка с деревянным посохом, мимо которого мы просто не имели права пройти. Друзья, сейчас появилась возможность посидеть рядом с садху. Садху – это странствующая личность, отреченная личность, монах, который, по сути дела, странствует. И сейчас мы сидим рядом с ним. И я хотел бы задать несколько очень важных для него вопросов. Please, tell me, what is the reason of life? ये बद्री विशाल है, नारायण का स्थान है ये यहाँ पे जो है विष्णु जी ने अपने भक्ति की थी। यहाँ पे ये ब्राह्मण समाज के थे, ये सबसे पहले देव बने हैं। भक्ति नारायण बाद में बने हैं, पहले देव बने हैं, उसके बाद जो है ये वेद विधि विधान से जो है अपन तपस्या की है और नारायण स्वयं नर में नारायण पैदा है। Thank you very much. Thank you. Далее, проходя через район, где активно велась стройка, мы обратили внимание на то, что в основном на стройке задействованы были женщины, и притом на самых тяжелых работах. Далее мы отправляемся уже на мотоциклах в деревню Мана, которая находится в 4 километрах от Бадринатха. Это также очень популярное место у паломников, что доказывает большое скопление техники и людей на подъезде к ней. Соваться сюда на машине – это безумие. Поэтому мы оставили Фунцорга с машиной в Бадринатхе, а сами будем пытаться пробираться на мотоциклах. Это было настоящее броуновское движение. Если бы на экзамене по ПДД инспектор спросил меня, как нельзя вести себя на проезжей части, я бы просто показал ему вот это видео. Да, здесь царит полная анархия. И главное правило – никаких правил. Машины, мотоциклы, люди, рикши и все это в единой куче мале. Кое-как пробравшись ближе к воротам, мы упаковываем свои 10 мотоциклов на 3 парковочных мотоместа и оставляем часовых вместе с мотокуртками и мотошлемами. И, пользуясь случаем, хочу им выразить за это огромную благодарность, за то, что они, жертвуя собой и своими эмоциями, остались охранять наш мотоскраб, проведя на посту около 2 часов. Мы входим в ворота. По дорожке, заполненной людьми, вновь начинаем подниматься. Хочу сказать, что индусы очень гостеприимные люди и хотят всегда что-нибудь рассказать. В данном случае мой новый друг, excuse me, what is your name? My name is Sandeep Mishra. Сандип Мишала? Сандип Мишала мне говорит, что это первая деревня со стороны границы между Индией... India and Russia is good friend and old friend. Yes, да, Индия и Россия старые друзья. Так вот, эта деревня первая со стороны границы с Китаем. То есть вот за той горой, вам ее не видно сейчас, но вы сейчас на нее насмотритесь, как раз находится уже Китай, друзья. Так что мы в уникальном месте и, в общем, продолжаем наш трип.
Пришли. Все как обычно. Разуваемся, звоним в колокол, заходим. Мы возле пещеры, в которой 5000 лет назад жил Ганеш, который помогал составителю ведических писаний Вьясадеву записать для того, чтобы эти знания дошли до нынешних времен. Ганеша, он записывал ведические писания, которые ему диктовал Шрила Вьясадев. И случилось так, что у него сломалось перо, и ничего подходящего рядом не было, но Шрила Вьясадев ни на мгновение не останавливался, когда он диктовал Ганеше Веды. И тогда Ганеш сломал бивень правый и продолжил записывать бивнем. И его изображают именно со сломанным правым бивнем. Наверное, вы сейчас хотите спросить меня, кого сломал? Бивень? И им продолжал писать? Да, друзья, вы не ослышались. А вот так, собственно, и выглядит Ганеша. Это четырехрукое божество с головой слона. И он записал Веды Вьясадева здесь, в этой пещере. Идем дальше, так как это еще не все чудеса. Мы сейчас находимся возле пещеры Шрилы Вьясадева, который является воплощением литературным Абсолюта, который в свое время 5000 лет назад составил Веды, сгруппировал их и надиктовал, а Ганеш их записал. И таким образом мы получили это знание в нынешнее время. Это пещера, в которой жил Шрила Вьясадев. Вот написано, это святая пещера 5330 лет тому назад. Ну, то есть возраст пещеры. Пещера была небольшой, и огромного столпотворения здесь не было. Мы даже смогли спокойно здесь посидеть. У алтаря стояла фигура Вьясадевы, рядом сидел монах, а люди приходили, поклонялись божеству и уходили. Выйдя из пещеры, Вадим позвал нас зайти в соседнюю комнату. И то, что там находилось, меня поразило до глубины души. Это камень, на котором частично, но один из стихов из Вед, который выцарапал Ганеш. Представляете, настоящий камень, на котором Ганеша своим бивнем написал Веды. Как вот теперь в это не верить? Это было помещение, наверное, площадью 5 квадратных метров, и в ней вы можете увидеть весь быт монаха. Это коврики на каменном полу, одеяло, книги и, по сути, все. Теперь представьте себя на его месте. Но поверьте, это еще не самое колоритное жилище, что я здесь увижу. А теперь давайте обобщим полученную информацию. Считается, что Шрила Вьясадев, будучи воплощением Абсолюта, он периодически проявляется, то есть он до сих пор живет здесь. И зафиксированы случаи, когда он проявлялся и становился видимым в тех или иных случаях, при тех или иных обстоятельствах. Но, собственно говоря, он это делал по собственному желанию, когда видел и чувствовал, что та или иная личность или ситуация требовала его проявления. Мы идем еще к одному интересному месту, связанному с братьями Пандавами, которые построили 5 храмов Господу Шиве в Гималаях. Глубокое ущелье, по которому протекает священная река Сарасвати. Сарасвати является одной из 12 основных рукавов, образующих Гангу. Когда пришло время, братья Пандавы, уходя из этого мира, должны были переправиться на этот берег реки Сарасвати
и направиться дальше. Но глубокое ущелье им не позволяло это сделать. Тогда один из братьев, именно Пхима, считалось, что он был самым сильным человеком на земле. Он построил этот мост. Он просто взял большую каменную глыбу и положил ее, соединив два берега реки Сарасвати. То есть видно, что это просто отдельно установленная каменная глыба. И по этому камню смогли переправиться его братья и их супруга Драупади. А вот и те самые братья Пандавы и их жена. И если пойти туда выше, то через 5 километров очень красивого трекинга можно прийти к потрясающему водопаду, который является тоже центром притяжения и паломников, и туристов. И выглядит он вот так. А сейчас я вам покажу, как живут аскеты, люди, которые отреклись от земных благ. Это пещера, в которой реально живет этот человек. И большинство своего времени он проводит в молитвах и медитациях, а живет на подношения, которые ему дадут люди. Обратный путь я специально выбрал, немного отклоняясь от туристического маршрута, чтобы посмотреть быт местных жителей. И честно скажу, что это очень колоритно. Уже на выходе около мотоциклов я поймал одного непальца, который занимался человека-рикшей. Друзья, как вы обратили внимание, одна из самых востребованных профессий здесь – это профессия носильщика людей. И очень интересно узнать немного о его жизни, сколько зарабатывает, сколько весит, сколько носит, почему именно так работает. И давайте зададим вопросы. Hello, my friend. I want to ask you about some questions. I want to ask how many people every day you can transport? Up and down. 2000. 2000. Ну, 2000, 2500 он берет, чтобы, ну, в зависимости от того, вверх и вниз. Но вот этот товарищ может поднять человека весом до 80 килограмм. Ежедневно они совершают где-то по 4 рейса за день. И, собственно, легко посчитать, что ежедневная выручка у него составляет 10 тысяч рупий. Много это или мало, судите сами. Но 1 рупия – это примерно 1 рубль. Ну а мы отправляемся обратно в Бадринат. Здесь, в кафе у наших друзей, мы быстро перекусили привычной гималайской еды и пошли собираться в обратный путь. Погода в Гималаях, можно сказать, тоже изменчивая. Если днем было жарко, то сейчас здесь на высоте очень даже прохладно. По ощущениям градусов, в районе 14. Поэтому сейчас поддеваем поддевочки и едем вниз. Но там, видимо, будет градусов на 5 теплее. Дорога домой будет сегодня немного длиннее дороги в Бадринат. Связано это с тем, что сегодня мы уедем дальше Джошиматха, в место, где расположен настоящий горнолыжный курорт, которым управляет как раз Аджай. И еще утром он мне говорил, что сегодня вы будете жить в хороших условиях, с потрясающим видом, и есть курицу, и пить пиво. И если честно, в это даже как-то не верилось. В горах темнело стремительно быстро, да и чувствовалась накопившаяся усталость, ведь прошли сегодня немало. Поэтому старались ехать внимательно и по своим силам. На самом деле мы больше всего устали на дороге через город Джошиматх, да еще и прошел дождь.
Но вот наконец-то приехали, и от увиденного хотелось сказать «Вау!». Дорога была шикарная. Один из наших райдеров чуть не сбил кабана. Собственно, дорога была витиеватая, и очень хорошо, что мы задержались, потому что мы не попали в дождь, дорога была мокрая, но резина справилась, было все достаточно безопасно. Ну и эмоции от сегодняшнего дня зашкаливают. Духовно мы очень сильно напитались, наелись этих прекрасных горных видов, покайфовали от серпантинов. В общем, план выполнен на все 100%, поэтому разбираем снарягу в душ и в долгожданный ресторан на ужин. Отель действительно выглядел очень достойно. Много красивой подсветки, ухоженный ландшафт, хорошие бунгало. Правда, идти до них приходится своими уставшими двоими по лестнице. Отель превзошел все наши ожидания, и, скорее всего, за все те места, в которых мы уже ночевали, он претендует на звание лучшего. Пойдемте на рум-тур, я вам покажу, какой он клевый. Ну и что мы, собственно, видим в номере? В номере мы видим большую кровать, всякие топчанчики, место, где поработать, но поработать, судя по всему, времени не будет. Есть обогреватель, судя по количеству штор, вид панорамный. Да, здесь очень красиво. И тут есть какая-то еще террасочка. Тут тоже можно посмотреть на панораму города, но этим мы займемся завтра. Так, ну и не грех посмотреть, что из себя представляет санузел. Так, ну здесь нормальный душ, судя по всему. Конечно, незаменимый атрибут в виде ведра и ковшика, он тоже здесь есть. Да, ну и, собственно, санфаянс здесь гораздо чище, чем был в предыдущем гостевом доме. Мы видим, что здесь есть помимо мыла еще и зубные наборы. Место классное, вид представляю, какой отсюда. В общем, хороший отель, водичка, все как бы есть. Поэтому будем располагаться. Быстро переодевшись и приняв душ, я торопился на ужин, так как перед глазами стояла и курица, и пиво. Ребят, ну это уже просто рай. Это тот сервис, к которому мы привыкли. Здесь есть и грибной суп, и курица есть, прикиньте, курица, куриный шашлык. Курица в каком-то, в острой фигне. Рис. Рис обалденный. Даль, макхани. Это чечевица, в общем, карри, катхай, пинер. Это сыр, это тоже вкусно. Овощи. И еще курица. Пахади курица. Ребята, фруктовые это. Но, если честно, мы уже отвыкли от такого ассортимента. Ребятушки, сейчас пожрем от души. А вот это знаете что? Ну-ка попробуйте отгадать. Посмотрите, как это красиво и как минимум вкусно. Ребята, это то, что мы, собственно, пьем здесь практически первый раз. Теперь полный кайф. С дороги холодненького пивка. Да с курочкой, ребята, жизнь-то начинается. Все ребята были довольны и с удовольствием поглощали довольно-таки разнообразную пищу в приличных условиях. А за курицу и пиво отдельное спасибо. Поскольку мы мотоциклисты и приехали сюда именно в мототур, мы вполне насладились, оценили и даже слегка привыкли к индийскому дорожному движению, которое очень адреналинистое, очень безбашенное, абсолютно без правил, абсолютно, казалось бы, нам хаотичное, но на самом деле ДТП мы практически не видели. И дать свою оценку своим ощущениям от мотоцикла, я думаю, что будет уместно по истечении 7-дневного райдинга. Если вам понравились мои индийские выпуски, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить остальные серии. И, пожалуйста, напишите комментарий под видео, потому что это сильно продвигает видео, и благодаря этому мой канал станет более популярный и более интересный.
следующем выпуске мы продолжим наше путешествие по Гималаям. И уже в составе интернационального мотоколлектива мы отправимся в Тибетское Нагорье. По уникальным местам, куда нога туристов точно ступает нечасто. Мы посетим очень колоритную сезонную деревню, в которой люди живут сельским хозяйством и уходят из нее с наступлением холодов. Отправимся высоко в горы грунтовыми серпантинами и заберемся почти на 4000 метров. И даже станем звездами местного телевидения. Не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну и как говорится в Индии, Аглии Вартак.